Как нас обманывает мышление? Что лучше, на 90% без жира или 10% жира в продукте? Почему мы так часто делаем поспешные выводы? Думай медленно, решай быстро. Даниэль Канеман. Важные идеи за 7 минут. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер 1 о полезных книгах в Ютубе. Каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. Инсайт 1. Мы можем быть слепы к очевидному и не замечать этого. Давайте обратим внимание на то, как работает наш мозг. При виде женщины нам бросаются в глаза ее темные волосы и сердитое выражение лица. Мы даже можем представить ее резкий и громкий голос. Так работает система 1 или быстрое мышление, которое практически не требует усилий и работает в автоматическом режиме. Другой пример. Наверняка вы поняли, что это пример на умножение, даже попробовали найти примерный ответ. Это точно не может быть 5, 20 или 120. А если это 568? Для того, чтобы это понять, уже нужно время. Вы также поняли, что у вас есть выбор, решать это уравнение или нет. А если нужно решить без помощи калькулятора, то как бы вы это сделали? Весь этот процесс – работа системы 2 или медленного мышления. Он требует серьезных умственных усилий. Если еще кто-то думает, ответ будет 408. Медленное мышление требует вашего постоянного внимания, поэтому, когда водитель автомобиля обгоняет фуру по встречке на сложном участке дороги, все пассажиры умолкают. Когда мы бодрствуем, работают обе системы. Быстрое мышление автоматически предлагает решение, и в большинстве случаев оно принимается. Медленное мышление включается тогда, когда быстрого ответа нет. Именно это случилось, когда вы искали решение примера 17 на 24. Между системами мышления могут происходить конфликты. Иногда система медленного мышления бывает ленивой и не реагирует на действия, кажущиеся простыми. Попробуйте быстро решить задачу. Мальчик купил ракетку и валанчик. Общая стоимость покупки 220 рублей. И известно, что ракетка стоит на 200 рублей дороже, чем валанчик. Сколько стоит валанчик? Ответили, что 20. Но правильный ответ 10, в то время как цена ракетки 210. Наш мозг постоянно обрабатывает большое количество информации, и если не происходит ничего нового или угрожающего, функционирует быстрое мышление. Его эффективность напрямую зависит от хорошего настроения и комфортных условий. В такие моменты мы ощущаем состояние когнитивной легкости. Это позволяет нам чувствовать себя увереннее и совершать меньше ошибок. Инсайт 2. Остерегайтесь иллюзии истины. Иногда в деятельность быстрого мышления вторгаются иллюзии, и чтобы их развенчать, требуется задействовать медленное. Москва – столица России. Луна вращается вокруг Земли. У курицы 4 ноги. Потребуется какое-то время, чтобы понять, 2 первых суждения правдивы, а последнее нет. Но оно не отбрасывается сразу, так как мы знаем, что у многих животных 4 ноги. Если бы фраза звучала «у курицы 3 ноги», то быстрое мышление сразу распознало бы ее недостоверность. Главная задача этой системы – определить, что является для нас нормальным. Такими будут считаться события, которые не вызвали удивления. Сколько животных каждого вида взял в ковчег Моисей? Мало кто замечает подвох в этом вопросе, носящем название «иллюзия Моисея». Животных в ковчег набирал не Моисей, а Ной. Но быстрое мышление приняло его как нормальный вопрос, так как Моисей вполне укладывается в библейский контекст. Похожим образом работает и наше понимание причин происходящих событий. Родители Виктора приехали с опозданием. Совсем скоро должна была приехать доставка. Виктор рассердился. На самом деле, причина плохого настроения кроется в опоздании родителей, но если вы не задействовали медленное мышление, то быстрое даст ответ. Опаздывает служба доставки, и это служит причиной расстройства Виктора. Инсайт 3. Поспешные выводы влияют на наше восприятие. Ответьте на следующий вопрос. Будет ли Антон хорошим руководителем? Он умный, ответственный. Вам пришел в голову ответ «да»? Может быть, дальше вы бы узнали, что он хитрый и подлый. Быстрое мышление толкает нас к поспешным выводам. К примеру, если у вас приятные впечатления о человеке, то любые его действия будут оцениваться как нормальные с большей вероятностью и наоборот. Оценка привлекательности – одна из базовых. Она выполняется автоматически, независимо от желания, и влияет на нас. Также значение имеет, как именно подается информация.
Продукты с описанием на 90% без жира более привлекательны, чем те, на которых написано содержание жира 10%. Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одну из них, а для него существует только то, что он видит. Инсайт 4. Часто мы выносим суждения, руководствуясь стереотипами. Система быстрых решений постоянно оценивает задачи, которые нам, как и животным, издавна были необходимы для выживания. Это позволяло максимально быстро определить хищника или найти добычу. В суждениях мы руководствуемся определенными упрощениями, стереотипами. Это позволяет быстро отвечать на простые вопросы. Есть ли угроза? Все ли нормально? Не возникла ли подходящая возможность? Что видно с первого взгляда? Мы замечаем одинаковую высоту двух столбиков. И это сходство для нас больше, чем сходство столбика слева с кубиками посередине. Мы даже не осознаем, что количество кубиков в последнем случае одинаковое. Чтобы это понять, нам нужно считать кубики и включать медленное мышление. Персонаж слева меньше, чем персонаж справа. С первого взгляда это выглядит очевидным, но если измерить их линейкой, то они одинаковые. Наша система восприятия автоматически предоставляет рисунок как трехмерный и делает выводы, исходя из этих данных. Только опытные художники или фотографы смогут увидеть его как рисунок на плоскости и сравнить фигуры. Чтобы облегчить нам жизнь, быстрое мышление пытается искать более простые ответы. Итог. Основная идея книги. Быстрое мышление экономит силы и время, но иногда может нас обманывать и мешать успеху. Медленное мышление требует усилий, но позволяет достичь желаемого и устранить недостатки быстрого мышления. Всегда важно контролировать процесс принятия решений, но не менее важно уверенно их воплощать. Помните принцип «думай медленно, а решай быстро». Вам понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи.